А, На прошлом сеансе двойки выстрелили прям в десяточку. Выяснилось, что в предыдущем сеансе я была Матильда Кшесинская. Матильда выступала под вторым номером, так как ее старшая сестра Юля выступала под первым номером. Она также встречалась с Николаем II. Где-то 2 недели после сеанса я в своих вещах нашла кольцо, которое одевается одновременно на 2 пальца и выглядит как сломанная восьмерка. Кольцо в виде змеи, которое в хвосте держит жемчужину. Все как в сеансе описывали. И сломанная восьмерка, и змея, и жемчужина. Когда я начала смотреть и изучать доступный материал о Матильде, на ее десятилетний бенефит от царской семьи она получила особенное украшение – брошь в виде бриллиантовой змеи, держащей сафир. Это украшение выбрала ей Алекс, так как она ревностно относилась к Матильде. Она выбрала брошь в виде змеи, а свой выбор объяснила, что это символ великой мудрости. После таких слов Николаю и Фаберже ничего не осталось, как только согласиться с выбором Алекс. Вот такую змею Алекс подложила Матильде. А Алекс это кто? Алекс, так, ее сначала звали Алекс, потом она уже была Александра Федоровна. Жена Николая II. Жена Николая II, да. Так, еще меня волновал вопрос с соседями, но не было времени рассмотреть. Виктория сказала, что соседи притянулись на те контракты, которые были. Контракты ушел, соседи ушли. Так и было. Где-то через месяц соседи съехали. Вот такие совпадения в эпоху совпадений. А номер этого твоего сеанса, который был? Номер сеанса был 819. Хорошо. То есть совпадений, как говорится, совпадения не думаю. Я тоже часто пересматриваю фотографии, потому что меня очень поразила эта история, как она из того воплощения перекочевала в это воплощение. Да, и очень интересно, что именно перед твоим сеансом Тарас отказался работать, то есть наотрез. Да, и что интересно, я вот тоже задумалась, почему, когда мы работали с Тарасом, не только я, и Татьяна, и другие, там много кто, у нас же очень много кто работали эти 2 года, мы все связаны, и почему ни разу ничего не всплыло, и троем же быстрее расторгнулись контракты, когда вот мы оба там были, и там, а вот почему вот так вот, интересно. Потому что эфирное пространство, некоторые мне пишут в комментариях, хотя люди, которые вообще не понимают, как это все работает, они думают, что я там кино смотрю, что мне кто-то кино смотрит. Нет, эфирное пространство устроено таким образом, что там абсолютно вся информация вместе. И истинная информация, и информация искаженная, то есть и фальсификация, все вместе там находится. Если кто-то против, чтобы эта информация была раскрыта, то эта информация он будет уводить от раскрытия этой информации. Сейчас нам известно, что с самого первого сеанса, когда Тарас пришел еще ко мне и к Елене Гилео, то он считывался как писарь. Но так как он подсознательно не был готов расторгнуть эти глобальные контракты, а у него очень много контрактов, связанных с фальсификацией мировой истории, не только России. И не только этой империи зла, но с мировой и очень много фальсификаций по отношению к украинской истории. То есть там указы, я сейчас это изучаю, и, можно сказать, офигеваю просто. Да, то есть это нужно было человеку осознать и расторгнуть эти контракты, признать то, что мы всего лишь люди, которые ошибались. Я не говорю же об этом,
воплощения, а в прошлом мы вообще не несем ответственность за прошлое Ну да, кто там знает, что воплощение. там было в прошлом. Да, потому что принцип такой срабатывает во Вселенной: заплата за смерть, то есть за грех – смерть. То есть человек платит за свои ошибки смертью, потому что по законам Вселенной ничто несовершенное не имеет права существовать. То есть оно автоматически постепенно опускается и к разрушению, то есть запускается процесс саморазрушения, самоуничтожения. Но мы ответственны за то, что какие решения мы принимаем в этом воплощении. Вот. Да, а мне почему-то еще такая мысль пришла, что поскольку этот мир уже искаженный, то хочешь не хочешь, чтобы мы, если мы когда приходим воплощаться в этот мир, нам надо подписывать контракт с антимиром, чтобы мы могли вот сюда. Конечно. И Вот. так получается каждый раз мы подписываем и теряем частички и понижаем свое, и вот все Да. ниже, 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 ниже. Да. Мы понижали свое эволюционное число. То есть потенциал души, он терял свой потенциал. Да, они так устроили, что хочешь, не хочешь, если хочешь родиться, переродиться, подписывай контракт, что-то теряй, отдавай нам. Да. И вот насчет, как устроено эфирное пространство, как считывается информация, очень важно решение. Мне очень многие ясновидящие писали, когда началась война в Украине, что она бы не началась, если бы другие важные персоны, в частности и Тарас, и другие, Илья, если бы они не продолжали вот эту нагнетать своими энергиями те пространства, которые были запланированы темными. И очень много зависит от нашего неприятия, от нашего решения не принимать. Потому что я уверена, это мое глубокое убеждение, я верю и я знаю, что людей убивать нельзя. Если кто-то доказывает какую-то причину, он идет против закона Вселенной. И это фашизм. Как бы это он ни старался описать и оправдать, это фашизм. Вот. И против закона Вселенной идти нельзя. И когда у нас есть только две опции. Зло или отвергнуть, или принять. Вот и ответ, почему с Женей это можно было сделать. Хотя ему, скажем так, намного труднее, возможно, в некоторых моментах, я так предполагаю, потому что с его персоны сделали культ не самый лучший. Некоторые: «О, Иисус Христос», и такое раболепие. А на самом деле это жуткое исковеркивание самой сути. То есть они взяли человека, которого из поколения, из воплощения в воплощение гнобили, и вот эти контракты на согласие убить себя ни за что, ни за что. То есть это очень важно. Они возвысили в ранг святости, в ранг почитания и создали на этом целую религию, целый культ. Это не то, что кармические завязки, что человек пожинает плоды своих же преступлений, а это сознательно человека подвели под итог, под черту, когда он сознательно принял смерть, ничего не сделав для этого. У него не было кармических завязок. Вот. И выйти с этого, это намного труднее, чем осознать, что я там что-то накосячил, из-за меня там столько миллионов людей погибло, столько войн было мировых,
и миллионами людей убивали фактически из-за фальсификации, которая продолжалась и во время Сталина и так далее. То есть это намного проще сказать: да я вообще ни в чем не виноват, да, я там косячил, сейчас я от этого отказываюсь. Но нет, это стоять на своем, как бы там ни было, и искать снова вот эти пути окольные, чтобы оправдать себя уже в этом воплощении. Мы за прошлое не в ответе, мы в ответе за это. Потому что твоя воля уже была это все раскрыть, твоя воля уже была этот контракт расторгнуть и это вынести на свет. Вот. Но, как видим, как эти программы работают, как они завязаны, как эти сторожа сторожат нас, чтобы никто не смог вырваться из этой тюрьмы, в которую они поместили все души. Ну да, везде ловушки разложили. Конечно, и подставили этих подставных святых, так называемых, но только чего только взять с того, что таких преступников, как Николай II и следующих там целый, всех возвели в ранг святых. Вопрос, это за что? Это за что преступники становятся святыми? То есть вот это, вот этот перевертыш. Потому Ну, что сейчас человек, еще... да, человек своими делами доказывает, кто он на самом деле, а не словами. Да. И если кто-то один будет против, то планы этих темных, они не состоятся. Да, Марите. интересно. Вернулись? Алло. Да, появилась, вернулась. А то что-то замерзло. Так, ну Так, что, ну давайте начнем теперь, продолжаем вернемся чудеса. к сеансу. Так, Да. хочу закончить начатое. Тут мне и кошка напоминала, и указательный палец, что еще не все закончено. Я изъявляю свою волю и возвращаю свою божественную память, целостность, гармонию, совершенство, видение, слышание живого пространства, здоровье, потенциал, энергию, все частицы души, где бы они ни были, во всех моих воплощениях. Вспоминаю все и все ситуации, расторгаю главный контракт, все контракты, подконтракты с антимером, визиулом, демиургом, магией, со всеми духами во всех воплощениях. Нахожу, откуда растут ноги. Запрещаю любые махинации, обман, ложь в моем пространстве. Обличаю, разоблачаю мошенников, вывожу на чистую воду. Уничтожаю магию, гипноз, НЛП, все свои двойники и копии во всех воплощениях, к чему цепляется антимер. Делаю генеральную чистку от всех эгрегоров антимира и отказываюсь от любого сотрудничества с антимиром. Избавляюсь от всех страхов, заниженной самооценки, уничтожаю программу жертвы «Я творец». Развязываю все узлы, убираю все препятствия, отменяю все мои неправильные решения, действия, мысли, слова, обещания, ритуалы, клятвы, привязки во всех воплощениях, которые мне вредят. Очищаю свое пространство, квартиру, машину, кошку, наследство, мой род и землю. Завершаю свою миссию совершенства, возвращаюсь домой к Первотворцу с родственной душой. Запрещаю вторгаться в мое пространство, считывать мою ДНК. Запрещаю переброс кармы на меня, мой род. Карма всем, кому предпочитается. Себе оставляю опыт, передать информацию сестре Матильде Юлии. Хочу с ней встретиться в этой жизни. Какое имя, может, мы уже знакомы. И оставить информацию в свободном доступе. Здоровье. Найти причины моим болезням и убрать все крючки, зацепки, импланты, к чему цепляются болезни. Шум в голове, правой стороне,
вертиго, плохая память, шум в ушах, иногда правый шум ветра. Позвоночник, поясница, боль правую сторону отдает. Продолжают руки болеть по утрам, особенно правая и левый локоть. Болели ноги с колен и ниже, лодыжка опухает, особенно правая. Женские органы, убрать причины аллергии, нос, что-то интересное переносится, происходит, как будто кто-то что-то делает, переставляет, непонятно. Нет энергии, волосы ломаются, зубы, запустить регенерацию всех клеток, развязываю, возвращаю свою целостность, гармонию и совершенство. Очистить дом и участок, который мне достался по наследству. Дом на две половины. Одной бабушка с дедушкой жил, второй мы жили. Сыну и мне часто снится этот дом и события около этого дома, негативные сны. Сыну там никогда не нравилось. В этом доме брату и мне была свадьба, оба развелись. Мама с папой всегда ругались, оба работали, папа халтурил, а денег толком не было. Когда ремонтировали нашу половину перед моей свадьбой, мне появилась аллергия. Летом родители жили в доме, а зимой в квартире. Я не могла там спать. Помню, как там, когда я снимала в городе квартиру, приехала, не могла заснуть. Не хватало воздуха, задыхалась. Мама еще смеялась, что ты тут придуриваешься? Я выбежала на улицу отдышаться, а потом позвонила знакомому, чтобы он меня отвез обратно в город. После смерти бабушки, отца, сестра Нина с мужем жила в второй части дома. Она хотела все себе забрать, и даже те постройки, что мой отец строил. А после смерти ее мужа она вернулась обратно в город. И дом вообще запустили. Сама не ремонтировала и другим не давала. Вот там никто не живет. Но поскольку часть дома и кусок земли перешел мне по наследству, хочу все очистить. Так, что и как меня связывает с деревьями? Сон после нашего последнего сеанса, где-то высоко-высоко высокие деревья, на верхушке этих деревьев мой дом. Захожу в одну из комнат, там Вика сидит за столом, что-то пишет. Это как бы ее комната. Заходит Евгений, поблагодарил Вику, Вика поблагодарила Евгения, они обменялись любезностями, я пошла дальше. Мне надо в уборную. Смотрю, в одной из комнат потоп. Вода чистая, прозрачная, а там, где слив, там балки-палки накинуты. Хочу убрать эти балки, все препятствия, преграды. Раньше мне снился дом, как будто каменные стены или с бетона. Ну, тоже очень много комнат, и во всех люди были. А после самого первого сеанса я видела сон, что я со своими строю дом, как будто наподобие Новый Ковчег. Тогда я во сне еще видела Тараса, он просто стоял и наблюдал. Когда я дышала, мне было видение наподобие круглый железный каркас, его обтягивают плотной тканью, ткань мироздания. Правый, а потом в левой ладони у меня был этот шар, а правой огромное дерево. Я это дерево посадила в шар. Еще удивилась, как такое большое дерево могло залезть в такой маленький шарик. Была в лесу, смотрю, стою спиной к дереву, слушаю и дышу Викиной медитации. Открываю глаза, передо мной в воздухе как оса. Мне так стало смешно, она была похожа как шпион, летающий корабль. И я говорю, я тебя вижу. Она так резко
улетела в сторону, но их там было 3, и все вокруг кружили меня. Я себя чувствовала, как огромная планета, а это 3 шпионских корабля. По утрам просыпаюсь от того, что мне болят руки. Одно утро пришло, что руки как балки. После сеанса, когда дышала, мне неделю болели ноги. Мне там почти всю жизнь судороги тянули. И опухает лодыжка, особенно правая, уже каких 2 года. Откуда растут ноги? Сон. Красивый рисунок, природа, деревья, собачка. Я этот рисунок как-то наклонила вперед, и все как будто ожило. И проснулась от лая собаки на улице. Так, я уже в предыдущих сеансах говорила, что мне часто снится, что у меня есть дочка или что я беременна с дочкой. И я часто вижу небольшую девочку. Кто эта девочка? Я хочу ей помочь. Если это я, может это кто-то с прошлых воплощениях или нерожденная душа, то хочу в эфирном пространстве родить и помочь. После последнего сеанса, когда раскрылись мои двойки, я смотрела много видео и материалов о Матильде. У нее, когда она встречалась с Николаем, был выкидыш. И ходит молва, что якобы в 2011 году она родила дочку Селину, которую записали как дочь ее брата и новоиспеченной жены. Официально у нее было только один сын, Владимир. Что интересно, что в юности я не могла запомнить русские имена, которые начинаются на букву В. Если кого-то звали Владимир, я запоминала, сравнивая с Лениным. Я понимаю, как мне заблокирована память, что я даже не могла запомнить имя сына, которое было в прошлом воплощении. Очищаю свою память и возвращаю весь свой украденный и потерянный потенциал, все свои сокровища, расторгаю все контракты с антимиром, контракт, когда умерла Матильда, и контракт перед этим воплощением. Отменяю все свои проигрыши во всех своих воплощениях. Сон. Большое здание, делаем ремонт. Я захожу рядом в комнату, где стоят мои вещи. Смотрю, мой кошелек стоит. Открываю, а там только осталась одна мелочь, а большие купюры все исчезли. Возвращаю украденную, карма вору. Я уже говорила, что я нашла у себя кольцо в виде сломанной 8, которая одевается на 2 пальца. Как змея в хвосте держит жемчуг. Я все уничтожила на физике, еще нашла еще какое-то колечко, которое мне не понравилось, браслетик, брошь в виде пантерки. Все разбила, выкинула. У меня раньше были булавочки от сглаза, браслет от сглаза. Пару раз зеркало маленькое, это тоже было от сглаза. Много всяких ритуалов было на защиту. Там разные, какие-то разбитые стекла надо было закапывать, еще что-то закапывать, яйцо, какой-то ритуал на 3 волосинки, красная нить с узелками на руке, что-то с ножами, с яблоком, с веточкой от яблони. Но я уже всю магию уничтожала, но если еще что-то где-то зацепилось или осталось, отменяю все ритуалы во всех воплощениях и за ложь отдаю и карму. Ну, в прошлый раз не рассмотрели весь сон. У меня так осталось много вопросов. Что мы обсуждали, что важное есть у меня, что я должна привести, кто отрубил всю электронику, и что это за книга «Хочу добраться домой».
одно утро, перед тем, как проснулась, я услышала, что я 13-я включена в Высшем Совете Богов, что для меня означает цифра 13. Хочу почистить все, что мне принадлежит, наследство, машину, жилье, кошку, мой тикток, все мое пространство и запрет вторгаться в мое пространство и считывать мое эфирное ДНК. Карма за вмешательство. Убрать все зацепки, крючки и привязки, к чему цепляется раса и ее сожитель Артурос. Я думаю, что у меня с Артуросом есть какая-то привязка с прошлых воплощений. Пару дней после нашего последнего сеанса Мора попросила ей помочь. Я отказала, поскольку мне рука болела. Она очень просила, у нее была сломанная рука в гипсе. Я ее пожалела, согласилась. Думаю, ну ей еще хуже, чем мне. Когда я ее спросила, откуда вообще она обо мне узнала, кто ее посоветовал, она даже толком не могла сказать. Но в конце она не оставила хорошее впечатление о себе. Я даже еще кое-что там забыла, но не хотела даже возвращаться и купила то, что я забыла. А вечером я смотрела наш сеанс. Кошка мне сидела на коленках, мне очень болела во второй чакре. Кошка сидела вместе со мной смотрела. Пока я выключаю компьютер, кошка за это время пошла в мою кровать и всю отметила. Хочу почистить кошку. Когда я легла, опять была очень резкая боль поясницы в спине. Часто чувствую, что кто-то цепляется к спине, крыльям, какие-то нападки спины. Часто надо вытаскивать со спины какие-то штыри. А как-то тут еду на машине, мне в голову с левой стороны влетает как железная труба и резкая острая боль. Я мысленно вытаскиваю эту трубу, разворачиваю и обратно хозяину. Так сделала пару раз, и боль исчезла. Но еще там было пару раз, кто-то пытался пробить мне голову. Тут был такой интересный сон. Я подравниваю волосы маме, отошла в сторонку, смотрю на нее кровь, а потом смотрю, что это моя кровь. У меня все ноги в крови, и даже на полу все в крови, даже кусками. Что это вообще такое? И последнее, я хочу спросить у Высшего Я, чем мне лучше заняться на физике, какие напутственные слова мне даст, какой совет. Так, если еще что-то там осталось, не знаю, от Моны или Ильи, это все уничтожать, никакой пощады. Я когда-то писала, помню, общий чат, что какой-то мужчина ко мне пришел, во сне было, пришел ко мне и лег ко мне в кровать, как будто так и надо. Я с кровати, он с кровати, я в душ, он за мной. Я, короче, мне уже надо уходить, смотрю, где он пропал. А он уже в кровати лежит. Я говорю, а что ты тут делаешь? Давай это самое, уходи, мне уходить надо. Он говорит, а что, тебе жалко? Я тут посплю. А я думаю, ну такой наглый. Кто это тут такой наглый? Все Это не как у дает. Моны в пространстве, он же проявлялся, мы же его еще не знали. Но когда когда Мона сама, мы же ее проверяли, и она делала сеанс с Еленой Гелио, то он точно так же сказал: можно я у тебя тут останусь? Ей стало очень плохо. 3 или 4 дня она себя жутко чувствовала после сеанса. Потом я погрузилась и сделала сеанс для нее. Обнаружила вот этого карлика в ее пространстве, колдуна, торговца. Вот, и он точно так же. Можно я останусь, я побуду, я Да, я тут хороший, я ничего, я ничего. ж тебе не Да. мешаю. Ну, ни хрена себе какая наглость. Но я чувствую, что
куда-то уходит энергия, кто-то высасывает энергию. Надо вернуть все свое. Весь Так, свой потенциал, энергию. Но я готова. так, Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, Что ты видишь, Виктория? я вижу какие-то квадраты и как будто бы свысока смотрю на землю, и кто-то рукой так махнул и говорит, кричит, так команду дает, руби лес. Угу, понятно. И вижу, что в середине какого-то квадрата, он такой черный кружок, растет большое дерево, которое отличается по высоте от всех остальных. Угу. Угу. Ну, хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Да? На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Марите. Марите. 1, 2, 3. Так, я ее вижу. И я вижу, что вот как это дерево было как в бублике внутри. Как-то росло Угу. с этого бублика, а бублик такой, как какая-то сетка. Такой черный, а сверху как сетка. И вижу, что со стороны магии это существо похоже на ниндзю. Оно тоже такое, как в сетке. Такая же матрица. И вот здесь у Марите вот такое пространство, как будто бы вот его взяли, вот так закрутили. Там считывается вот это буквально как закручено. И такая а, булька черная. И вот именно к магии тянется. А, Там оно считывается как какая-то черная лампочка, которая как будто мигает там. Угу. Хорошо, Виктория, отодвинь эту ситуацию. Мгм. Считай эфирная ДНК Марите Амалейта. Да, это она. Я вижу, что она вот так стоит, как беременная. И с животика у нее какая-то подключка в секторе интерферентов. А в секторе интерферентов находится как эмбрион. Угу. Спроси у Марите разрешение потрудиться с ней и для нее. Она разрешает. Говорит, вот так показывает рукой, говорит, что ей нужно вернуть ребенка. Угу. Так, Виктория, с чего нам лучше начать? Ну, по-моему, с этой черной энергией вот в секторе магии. Угу. Я вижу в секторе магии какая-то ситуация. Там как лабиринт, я вижу сверху, оно все черное. И как будто вот эта энергия этого ребенка. То есть это и Марите, и этот ребенок вот так ходит по лабиринту, по этим комнатам. В этих комнатах люди, Угу. а в одной из комнат сидит какая-то сущность, а у нее вот так как будто в столе воткнули такую как табличку. Там написано «Вика». Угу. А ты в дверь заходишь, а у тебя табличка в руке. Написано «Евгений». Так, я Но это этой сущности какие-то. сущностям, да, Да. этим сущностям приказываю принять форму соответственно их истинной эфирной ДНК. Я вижу, что они вот так считываются следопыты. У них такие ноги большие, ступни.
Мгм. Вот. И уши большие, как будто бы вот так как локаторы движутся, чтобы прислушиваться. Они также считываются как радары, следопыты какие-то, Мгм. сыщики. Так. Кто из них главный? Ему я приказываю полшага вперед сделать и отвечать, что он делает в пространстве Марите. Один из них, тот, который написано было Вика, он превратился в медсестру. Это помощники Ильи Имоны. Медсестра с фонендоскопом. И я вижу, она вот так по пространству Марите вот так прослушивает. А тот второй, а, джин какой-то. Сверху черные руки, такие, как у бодибилдера такого. А где ноги, там синий шлейф такой. Какой-то синий человечек. Но большой такой. Мгм. И они тянутся в одну штуку, как будто какой-то кружок. Мгм. Что это за кружок? А, Вот он какой-то такой кружок, а в этом кружке как будто такие емкости черные. И вот эти вышли с этой емкости. А эта емкость вот так, вижу, лежит моно, и вот это кружок этот с этими, как будто бы стаканы черные вставили туда. Колодцы считывается. У Мгм. моды вот так, как на голове, как с головы вырастает, а сзади нее вот этот Илья. Мгм. Так. Приказываю Илье проявиться в соответствии его эфирным ДНК. Он появился как какой-то Вельзевул, сложенный из разных частей. Ноги, как коромысло, отдельно, подключка между ног. Все как-то куча не держится, как-то все оно так шатается. Борода белая М. получилась уже. Вот так вот тянется в сектор интерферентов, а глаза такие огромные, белые. Мгм. А сквозь эти глаза вот так просматривают, как змеи какие-то. Черные энергии, как змейки, вот так колышутся энергии. Вот. Приказываю ему отвечать, что он делает в пространстве Марите. Он вот так как-то берет вот эти стаканчики, колодцы, Мгм. как-то как бы переливается с одного в другой, говорит, что он отмеряет ей меру. Меру чего? Пусть отвечает. Почему-то он говорит на нее плохими словами, обвиняет. Ну, не то, что обвиняет, оскорбляет, Мгм. пренебрежительно относится, Так, какова плюется, приказываем отвечать суть, какую он отменяет меру Марите, отмеряет. отмеряет меру, да. Какую он отмеряет меру Марите, я ему приказываю отвечать суть. Я вижу, он вот эти два портальчика так переливал, дает одну эту чашу этой девочке, которая как эмбрион и как одновременно считывается как Марите, вот там в секторе интерферентов. И она это пьет. Мгм. Почему-то она как выпила и так сразу как на кресло откинулась. Мгм. Виктория, считаешь, что дали выпить этому девочке-эмбриону?
Так, я вижу, что оно вот так звучит гадость. Ну, в смысле гады, эти гады, змеи. Это что Мгм. в глазах. И в эфирном плане это соответствует, что взяли эту девочку и замкнули в такая как дверца решетчатая, как будто в тюрьме. Прямо слышу, это поворачивается замок. Мгм. Так. Слышу, не пустить домой. Мгм. Виктория, считай информацию. Когда этой девочке дали выпить, вот это закрыли, что в этот момент происходило на физическом плане? Я вижу Марите, и я вижу, как по ней начинают ползать какие-то темные энергии, как ящерицы огромных размеров. Внутри ее пространства, прямо как будто бы под кожей. Так. А на физическом уровне, Виктория, видно что-нибудь в этот момент, На что физике я происходило? вижу, она вот так смотрит в экран, и у нее такие оранжевые лучи, как будто бы ее притягивает прямо туда, в этот экран. И Мгм. такие же оранжевые лучи к этой девочке. Сейчас надо посмотреть, что это за субстанция, что это за душа. Вот. И вижу, какие-то шарики идут. Так, хорошо, Виктория. Так, ты сказала посмотреть, что это за субстанция. Давай посмотрим, как это считывается эфирная ДНК этой субстанции. Так, сейчас я посмотрю, когда это впервые появилось, и кто интерферент, в каком это эгрегоре. Так, эгрегор мертвые души. Мертвые. Мгм. Я слышу убийство. И вижу вот эту балерину вижу. Я вижу, как она стягивает свой живот. М. Она его стягивает, и вот так от талии к низу, как будто черный корсет. Очень сильно давит так. Вижу, что она танцует, Мгм. но есть там такой в секторе магии кто-то, кому принадлежит этот корсет. Так, кому он принадлежит, этот корсет в секторе магии? Ему приказываю проявиться в соответствии его физической ДНК на тот момент. Я слышу сгладить и вижу там вот этот бравый. Я его раньше видела. Вот так усы подкручивает. Бравый солдат. Так, приказываю этому бравому солдату назваться. Кто он такой? Он говорит, что он император. Николай II. Но я вижу лицо Тараса, только с Мгм. такими усами какими-то. Так, приказываю этому императору отвечать, что он делает в пространстве Марите. Он говорит убедить ее убить ребенка. Мгм. Сгладить его вину. Так, а в чем его вина? Виктория, считай информацию. Я вижу, что у него в руках карты. Какие-то карты. Он его так перетасовывает. Я вижу, когда он вот это делает, там как живые барышни такие. Мгм. И вижу, что когда он вот так какую-то карту наверх
то от этой барышни вот эта змейка такая же пошла. Энергия такая в виде змеи. Прямо вот к этому корсету. Он как будто бы металлический, черный, вот так обмотан, как электрический провод. От третьей чакры до первой. Мгм. Так, приказываю Тарасу отвечать. Ну, Каковы Николаю II, да. Николаю, я приказываю вот этому императору отвечать. А, Что значит убить ребенка? Что он предпринимает? Я слышу отказ, Мгм. вижу какие-то врачи. Они что-то дали выпить. Мгм. Оно вот как будто что-то горячее, которое разлилось вот так, что-то горячее. Этот, Так, приказываю тому, кто дал вот это выпить, кто там врач, кто дал выпить, я ему приказываю проявиться в соответствии его физической ДНК. ну, врач такой дедушка. Он Мгм. посмотрел, он подтвердил беременность. А, Подтвердил, сказал да. Мгм. И потом дает вот этот какой-то горячительный напиток. Как вот этот натрий хлор или как он, вот это горячие уколы, только она пьет это. Мгм. И когда она это выпила, то я вижу, что вот такая красная энергия начала выходить туда, а вот этот черный корсет вот так разломался надвое, как и такое ощущение, вот как, знаешь, как хлеб ломать. Тело Мгм. поломали этому ребенку, не дали воплотиться. Я вижу, что душа как загнана в угол. Мгм. И я вижу, что часть души там находится Марите. Оно так и звучит, Марите. Мгм. Так, а вот эта частичка ребенка, которому не дали воплотиться, а, найди его в эфирном пространстве, это частичка души, Виктория. Часть души осталась с ней вот там, Ага, а часть так. души находится вот так в секторе миссии, где разоплощенные души. И она так помахала. Мгм. Ну, такая безразличная, она как бы не обижается. Мгм. Так, понятно. Так. Спроси у Марите, подписала ли она с этим императором какой-то контракт, на что она согласилась с ним. Я вижу такую картину. Она лицом падает в подушку, Мгм. плачет. Мгм. Вот. И достает что-то из-под подушки. Вижу, она достала такую туфельку. Мгм. Какая-то туфелька. Носочек черный, а каблук она отломила и передала вот как в сектор интерферентов. А эту туфельку отдала этому бравому вояке, этому Николаю II. И он ее спрятал у себя. Мгм. Так, а что это такое? Что на физическом плане было связано с этой туфелькой? Я слышу тайна. Так. Чья это тайна? Она говорит наша, и я вижу, образуется такая восьмерка черная между ей вот, Мгм. и
ну, так и идет, и Тарасом. Вот так, черная восьмерка. Общая тайна. Мгм. В чем она заключается, эта тайна? Так, Суть. я Мгм. слышу фаворитка. Вижу дом. Она как будто в доме, в таком большом. Мгм. А он тайный друг считывается. Он от нее фактически открещивается. Все знают, что она фаворитка, а он как тайный друг. Мгм. Так. А что вот это, как выглядит вот эта туфля на физическом плане? Ну, Это это программа, тайна? Программа? это программа. Рассчитывается выбрать недостойного мужа. То есть она представляла себе его мужем, и вот эта Мгм. туфелька, но каблук– это программа. Он такой стеклянный, как эта хрустальная туфелька. Только эта хрустальная туфелька, вся передняя часть черная, а задняя как хрустальная, то есть имеет это программирование. Мгм. Так, Виктория, а как вот эта туфелька впервые попала в пространство Марите? Я вижу овации, весь зал аплодирует. И я вижу, она огромный букет цветов. И в Мгм. этих цветах, вот она как-то носом так, там есть эти колокольчики синие такие. И Мгм. она вот так вдыхает, и там такая записочка, конвертик такой Мгм. маленький. Э, Когда я смотрю в этот конвертик, а там идет вот это, как этот Николай ее хвать за третью чакру, вот так как за талию. Мгм. И вот она смотрит на него, а он на таком балконе вот сидит, смотрит и так ус. А лицо у него как у Тараса. И Мгм. ус крутит. Ясно. Так, в этот момент туфелька, вот эта программа и попала в ее пространство. Да, Мгм. Что в этот момент думала Марите? Спроси у нее. я слышу дом. Да. Я вижу такой большой дом. Он находится как в секторе магии. Там Мгм. несколько этажей. Такой дом большой. Мгм. Так, а спроси у Мариты, где находится ее родственная душа? Я вижу, что вот этот образ этого вояки бравого с этими усами, Мгм. он вот так сквозь нее проходит, сквозь колени, и он находится у нее и в секторе магии, и с правой стороны. А, Он как Хм. бы все пространство занял. Так, в общем, не ясно, да? Нет. Так. Я родственную Мгм. душу возле нее, ну, в Не этой видишь. ситуации не вижу. Понял тебя. Так, хорошо. Значит, у них была тайна рождения ребенка, которого он не хотел. Этим. Мгм. Спроси у Марите, видит она последовательность этих событий? Покажи ей, что к чему выбор этого Николая II привело ее каким последствиям. Она видит, и я вижу, как она этот букет
отдает этому тайному поклоннику, у Николаю II. И с этого букета, где этот конвертик с предложением был о встречах, он как-то просто в лицо Тарасу. И почему-то вижу, как она достает как верхнюю челюсть. Такая, как имплант. Верхняя челюсть. И вот как кость носа, вот там и лоб, и во лбу почему-то такая, как там сияние такое. Но имплант, который как бы закрывает это сияние. И она это вынимает ему, отдает. И вижу, как этот корсет, вот снова он собирается в кучу, но уже не в ее пространстве, а отдельно. Переходит к нему, к Арму. И вижу, как у нее рождается этот ребенок. Она берет на руки эту девочку. И вот она кормит ее грудью. Переносит в сектор первоисточника. Вот там, где эта девочка была. И вот эта девочка, которая, она как раздвоенная, как и она, смотрит на саму себя. И я ей передаю, чтобы она соединила все свои духовные части воедино, что ее мама в том воплощении любит и родила ее. Что Маритера ее родила в любви, в гармонии, а вместо отца она ей дает отца, первоисточник. Первоисточник, первотворец ее, отец. Вижу, как Марите, вот так как дверь открывает в сияющее пространство, там в секторе будущего, в секторе миссии, и переносит туда эту девочку, а сама возвратилась в это пространство серое. Я вижу, как она расшнуровывает эти пуанты. Хорошо. Двое пуантов, и они как-то висят на этих ленточках. И она вот так передает в сектор магии Тарасу, этому Николаю II. И эти пуанты вот так как-то раз-раз возле его шеи, вокруг шеи эти ленточки почему-то. И эти пуанты у него на ногах оказываются. Ну, ладно, пусть пляшет. Так, Виктория, Вот. пожалуйста, проверь ситуацию с этим доктором, который дает ей выпить этот напиток. Доктор считывается как слуга. И сейчас я вижу, как она снимает такие, как серьги, большие бриллианты из ушей. И отдает. Вот эту руку Николай II протягивает. Она ему снимает ожерелье. Она ему отдает все подарки. И отдает этот дом. Отодвигает ему. Я вижу, как она это сделала вот так ногой, как будто ножкой закрыла дверцу в тот портал. А сама вышла в другое пространство, так раз, и уже... А это как шарик улетает вниз и смеется. Так, ясно. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство. Я вижу, как она вытягивает из третьей чакры, как черную ленточку. И ее энергосфера вот так расширяется, потому что эта ленточка черная, она как-то изнутри шла, и как будто стягивала изнутри ее третью чакру, превращала ее как в осу.
Это символ предательства собственного рода и себя самой. Хорошо. Я ей Пусть передаю, чтобы она... она очистила все ее пространство и вот эту подключку к сексуальной чакре. Пусть она отправляет и приказывает этим интерферентам убирать. И Мгм. вдруг проявляется снова эта ситуация, это вот эти шарики, эти помощники, так называемые, Ильи и Моны, вот они выискивают в пространстве человека так называемые грехи. Мгм. Снова я увидела, как она как будто бы приросла к этому экрану, Мгм. и так, ее решение, тут бантик черный. Сейчас я посмотрю, что. А там вот это я слышу, скарбниця. Такая шкатулочка с драгоценностями. Мгм. Это вот эти подарки вот этой персоны царской. Ага. Я ей передаю, что Марите хочет отказаться от всех взаимодействий с С цельнозоровцами, с Моной, Ильей. Тарасом во всех воплощениях, расторгнуть все контракты. Мгм. Там как она идет как содержанка, типа у этого Императора. императора или кто он там такой. Ну да. Царская персона тоже в кавычках. Хорошо. Так. Пусть Марите отменит все ее решения вот эти. Смотреть в этот экран этих цельнозоровцев. Покажет тебе, как она отменяет эти решения. Я вижу, что вот эта восьмерка, которая связывала ее и Тараса, он внутри одной, а она внутри второго, как колодец. Вот оно что, откуда эти колодцы. Вот эти восьмерки, эти. Вот. И она выходит. Вот вижу, как просто выплывает вверх, а восьмерка так изгибается и пропадает. А вторая восьмерка, она вот у Тараса вот здесь по пятой чакре. Мгм. По шее, как будто бы на шею он нацепил, как удавку. Понятно. Его часть контракта Да. или решения. Так, хорошо. Пусть Марите очищается от этих всех, приказывает Моне или забирать каждому из них вместе. Соответственно, воздействует, дает. А я вижу, что Марите находится в секторе будущего, в секторе первоисточника. Мгм. И она там стоит, как у такой двери в этом пространстве, в этом загрязненном пространстве. И Так. вижу, как она правой рукой зовет душу этого ребенка. Этот ребенок еще часть души в том пространстве находится. Ну вот я что вижу, то и говорю. Мгм. И она вот так зовет, Зовет. и Мгм. такая очень большая, какое-то большое расстояние. И я вижу, как она, да, происходит. Она ребенка туда отдает. И снова в каком-то как бы измерении, снова она беременная, снова животик большой, снова она его кормит. Вот оно что. Она сначала родила ребенка, а потом она родилась сама. Я слышу Марите. То есть Мгм. она, убивая другого, человек убивает часть себя. Она подарила жизнь, отменила это решение убивать ребенка. И я вижу, Ладно. что
она как бы воскресила ребенка и воскресила себя. Угу. Интересненько. Очень интересно. А у Тараса на 2 руках вот так вот, как, услышала даже, как эти, Наручники? как наручники. Цок, цок на руки. И все. И он вот так, вот этот сектор магии, в котором он находился, уходит в портал. Я передаю Марите, чтобы она отсоединялась от всех взаимодействий с антимиром, с этими лживыми персонами, и очищала все ее пространство, и приказывала убирать всем интерферентам, лжецам все подключки к ней. И когда она делает это, Угу. она берет сына, тоже из сектора интерферентов, достает сына, Угу. вот так за руки, и несет его в сектор первоисточника. И все начинает заливаться ярким-ярким светом. Угу. Так, пусть она очистит сына тоже от всех этих родовых программ, от всех подключек. Это как будто этот сын, который у нее вторым родился. Угу. Вот. Так, хорошо. Пусть она очищается, все чужеродное отправляет на аннигиляцию, наполняется жизнью, энергией, поднимается вверх. Да, она это делает. Угу. Посмотри, как она выглядит сейчас. А сейчас она выглядит огромная, переместилась вот так, как в сектор будущего. Но сидит, вот так присела как-то в таком платье большом, сияющее платье, и такая у нее палочка, и она что-то чертит. Вот там, где сектор интерферентов. Угу. Она начертила такой кружочек и крестик внутри. Угу. И потом берет вот это, когда она это начертила, появились такие, как кружок, как будто бы он сделан из какой-то трубочки, которую вот так соединили вместе. Какая-то выпуклая такая штука. А вот это, когда она нарисовала крестик, расчертила вот так, то берет верхнюю эту дольку, так поднимает вверх, там отверстие получается. Спроси у Мариты, что она делает. Она говорит, что это контракт на воплощение. Угу. Так, хорошо. Я приказываю всем сторонам... пусть Марита этот контракт достанет. Сейчас я хочу посмотреть, в каких условиях Угу. был подписан этот контракт. Вижу, идет какая-то битва, и падает корабль. Он как будто это такой модуль какой-то квадратный. Он выпадает с большого сияющего корабля, Угу. такой, как летающие тарелки рисуют, такие выпуклые чуть-чуть, как диски. А это такой же, только квадратный. Он крушение, он падает. М. Я вижу, он падает и взрывается. И тут же появляются вот эти сущности, которые бегут по каким-то квадратам и кричат: «Руби лес!»
но Так. они как-то рубят лес, они не топорами, а у них шланги какие-то. Мгм. Так. Где в этом вот момент находится Марите? Где в этой ситуации она находится? Я вижу, что экипаж в этой тарелке, скажем так, в этом объекте, кто-то выносит мертвое тело. Мгм. Она погибла, как какая-то, ну, как физическое тело, наверное. Мгм. Ее кто-то выносит ее. Ой, это кто такой? Какая-то Кто? сущность с такими антенками на голове. Черная сущность. Он ее выносит, а она не живая. Она прячется. Ее душа прячется. За ней идет охота. Мгм. Так. Сейчас я вернусь, куда она прячется. Мгм. А Посмотрим. тело ее берут. Вот так берут ее тело и смотрят, открывают глаза, смотрят в глаза, тело берут, а ее душа прячется. Мгм. Сейчас я пойду посмотрю. Я вижу, что она спряталась, как в дереве. А, Как-то вот так так. вот села, а вокруг нее дерево. Ну, как бы внутрь дерева вошла. Мгм. А в этот момент, ну, я вижу, что она связана с физическим телом. Но оно не очень физическое, а другое какое-то. Мгм. Я вижу, что ее положили на стол. Такие сущности с такими ногами большими. Ступни какие-то очень большие. Ну, эти следопыты, да, которых ты Да, видела. да-да, точно. И они начинают изучать ее. Но, вероятно, это у меня так, ну, идет такой образ. Сейчас я посмотрю, что на физике было. Посмотри, Виктория. На физике было совершенно по-другому. Я вижу, что один выносит ее тело, а другой сканирует. Так, прям звук даже такой. Тррр-тррр. Вот так Мгм. просканировал, образовалось такое, как зеркало, экран. И там формулы пошли, побежали разные формулы. И они сразу ее нашли, ее Мгм. духовную сущность, и они притянули ее в тело. Мгм. Когда они ее притянули, ее душу в тело, то я вижу, что она как бы ожила, ее энергосфера снова стала такая шарообразная, но в дереве остались ее, вот там, где листья, крона, я вижу такие шарики и с ее лицом. Мгм. Так, что происходит потом с этим телом, с Марите? Я вижу, что я слышу, закручивают гайки. Я вижу, что к рукам, к ногам, как черные такие провода привязаны, и они закручивают их. М. Вижу, что они поместили ее как посредине этого зеркала, которое образовалось. Оно такое, как какое-то, как лед. То есть это программа. Они ее Мгм. зафиксировали. И после этого отправили как энергетический слепок, а, такой плоский. Я слышу, пошел в библиотеку.
И когда это пошло, то вместе с энергиями дерева, Мгм. а ее энергии как бы остались в дереве, то есть информация пошла, обмен информацией. С деревом обменялись информацией. Да. Так, Виктор, посмотри, подписывать ли она с этими интерферентами, этими следопытами контракт? Да. Я вижу, что они как будто распяли ее. Ноги, руки привязали в этом кольце, Мгм. и ее эфирное тело вот так почернело. Оно как будто бы в какую-то решетку вошло. Но она так, без Мгм. эмоций, равнодушна к этому. Перелистывает какой-то контракт, читает, пересматривает его назад, вперед. Очень такие большие какие-то листья. Мгм. Вот она это смотрит, не может понять, что это за листок. То есть там такие листы идут, а один лист, он выглядит как лепесток. Вот так сужен в одном месте, а потом расширяется. Она его вот туда, туда, и не может его прочитать. Мгм. Вот так его туда, туда. Так, это контракт, Виктория, так получается? Да, это контракт. Мгм. Так, я приказываю всем сторонам этого контракта проявиться. Так, появляются вот эти сущности, они какие-то как будто прыгают, как эти лягушки Мгм. в таких сетках. А что это за сетки, Виктория? Как считываются эти сетки? Программные коды. Это запрограммированные. Они считываются как слуги, слуги дьявола. Мгм. Ну понятно. Мгм. Вот эти Так, ниндзя. И вот я ага. смотрю и вижу, что там лицо Ильи с бородой. И Мона там есть. Мгм. А со стороны интерферентов Да, кто стороны контрактов, со стороны интерферентов, приказывая им проявиться в соответствии им эфирным ДНК. так, я вижу, что вот эта тюрьма, в которую ее заключили, оно выглядит как срез зрачка. Вижу, что вот в этом черном пространстве, оно как дымка такая, как шар, такой огромный глаз. И это как ее, вот это как радужка глаза, Мгм. считывается как фильтр. Получается, что ее взяли как бы типа на службу антимира, вот служить фильтром а, для просматривания пространства. Фильтр. Мгм. И я вижу, что сейчас она показалась вот вся как будто бы в цветах. У нее там, где платье, ноги, куда я не посмотрю, там такие, как рельеф, горы, деревья и много-много цветов. Они сразу начинают расцветать. И Мгм. вот эта вся картина как бы в глазу у этого антимира, в зрачке, ну, где глаз. Так, Считывается план, ам, план. физический план. Мгм. Это как программа процветания. Все наше пространство устроено на процветание.
Так, а вот этот глаз. Я хозяину этого глаза приказываю проявиться. Такой злой появляется. Кто? Считывается дух мира. Мгм. Так, А мир что такое? какого мира? Считывается земного устройства, что мир это как земное устройство Люцифера, власти Люцифера на земле. Мгм. Именно как-то оно идет акцент на физический план. Так, а какие свойства этого существа, духа этого мира? Я слышу отнять, Мгм. ограбить, Мародер, в общем. солгать, да. Мгм. Так, кто хозяин этого духа, приказываю ему проявиться? Ой, а это кто? Говорит, дух воплоти, Бог воплоти. О, Кто этот Бог воплоти? приказывай этому Богу назваться, кто он такой, истинно. Так, я тоже приказываю, что-то он тут начинает одевать всякие защиты. Я приказываю ему по конам Вселенной немедленно назвать его имя. Приказываем это существу сказать его истинное имя, кто он такой. Приказываем ему этого сделать. Он по конам нашей Вселенной обязан это сделать. Он снимает с себя вот эти все обмундирования, находится в секторе интерферента. Все снимает, образуется внутри такой, как сияющий довольно ярко. Говорит Илья Монастырский. Понятно. Так, а мне непонятно, почему он в этом секторе находится. Говорит воплощенный дух. Воплощенный Демиург. дух Вельзевула. Ага, Это разные мерности. Вот он да. и здесь, и здесь. Вот я вижу. Мгм. И вот Так, он, этот, который сканировал ее, он так, как этот ниндзя, мгм. считывается вот эти энергии, как лягушки. Даже это не крокодил, Лягушки. как лягушка. Связанная. Вот ниндзя, вот этот мультик, это точно характер. Они ж тоже просто так ничего не рисуют. Ну, конечно. Вдохновение откуда его брать? Чего-то кто-то увидел, и началось. Так, хорошо. А, Приказываю хозяину этого Ильи монастырском, кто хозяин его, приказываю ему проявиться. Появляется ниже его, рвет и мечет на все стороны. Вельзевул, Мгм. дух пространства. Так, кто хозяин Дух Вельзевула? власти дьявола. Мгм. Кто самый главный хозяин этого Вельзевула, приказываю ему проявиться в его пространстве. Так, ходит туда-сюда, занимает разные пьедесталы, то этого Бафомета, то потом как-то это самое. Ну, этот Мгм. сатана, можно сказать. Многоликий Люцифер. Да, Люцифер. Понятно. Начинает тут сказки рассказывать, какой он великий, любимый Да, сын да, да, и да. всякое такое. Когда-то был любимым, возможно.
Так, хорошо, Виктория, отсоединяйся от этой братьи. Давай Так, посмотрим контракт. так, я вижу, как вот это Марите, Мгм. она как бы без сознания. Они ее принесли и так бух на этот стол, а она так раз правым глазом подсматривает. А в секторе миссии а, она как богиня снова в этом красивом платье. Все такое пышное платье. И она так хи-хи Мгм. смеется. Что в контракте? Давай посмотрим, на что согласилась Марите с этими ниндзями, с этим духом Люцифера. Я вижу, как они очень так бодренько начинают там хозяйничать в ее пространстве, на то, начинают импланты расставлять в ее эфирное тело. Мгм. А она вот так как-то в то время, когда они это делают, она лежит, ее как бы физическое тело какое-то лежит, она подсматривает, и они закладывают туда как бы сетку такую, а она тут же смотрит, и вижу, как от ее глаза идут такие, она раз свои энергии туда подставляет. Сейчас я посмотрю, что это означает, какой это контракт. Мгм. Я смотрю, что она делает. А это выглядит, знаешь как? Как будто кто-то закрывает черную дверь, а она подкладывает такие клинья, Мгм. Чтобы и не закрылась до чтобы конца. дверь до конца не закрылась, да. Она говорит, слово "память" прозвучало, Мгм. что Лазейки оставляет, да, чтобы да, да. генетическая память осталась. Мгм. Мгм. Я Понятно. слышу контракт на воплощение. Мгм. Ее Так. там словили как какую-то божественную личность. Мгм. Так, по контракту что они установили? Эти импланты всякие, сетку. На что Да, она у них согласилась? как пленная. Мгм. И вот, подожди, тут интересный нюанс проскользнул. Посмотри, что за нюанс. Я вижу, что про как элементы одежды, такие полосатые, черная, белая одежда. А это Мгм. же у Ильи это постоянно вот эти, как матроска, ну, как символ пиратства. А почему у нее это промелькает? Кому это принадлежат эти энергии? Я вижу, что это импланты. Мгм. Считывается вот, да, они как элементы, как чешуйки какие-то. Она не вся в этих одеждах, а то там, то там, то там. Как маячки, импланты такие. Мгм. А какой характер этих имплантов? Они как будто считываются как ртуть, и идет какое-то как превращение. Как Мгм. превращение. То есть, и вероятно, что это эфирная ДНК ртути на эфирном плане. Оно так блестит, как ртуть, Мгм. и оно как-то превращается. И эта ртуть так превращается, как в черное. Получается переливание такое. Переливаются эти серебряные полосочки в черные, потом оно как-то деформируется, утекает в сектор интерферентов. Мгм. Так, а во что превратилась, получается? Это Я слышу зомби. Мгм. Это подчинение негативным программам. То есть Чинить это механизмы, это импланты, механизм. механизмы подчинения этим негативным программам. Мгм.
Это как бы взаимодействия. Вот это тело. перенастройка, да, потому что я вижу, как это все расцветало в ее Мгм. пространстве. Это ж нужно было заменить вот этот прогресс, эту энергию к рассвету, к жизни, гармонии и к эволюции. Это нужно было остановить. Мало того, что остановить, еще и развернуть вспять. Да. Чтобы они пользовались этим потенциалом. Хотели они. Да. Да, хорошо. С этим полосатой одеждой мы разобрались. Так, что еще в контракте? Да, что ты видишь? Ну, я увидела, что она в лесу, открывает глаза, а перед ней оса. И это именно вот подсказка про эти полосочки. То есть, как оса — это неправильная пчела. Угу. Вот, то есть, это как символ программ, направленных против себя, против своего рода. Понятно, Виктория. Так, давай посмотрим контракт, что еще мы должны рассмотреть в нем. Так, я вижу, что еще нужно посмотреть, как из этого огромного сияющего корабля вот выпало Мгм. этот маленький. Да, почему разрушение произошло этого корабля? Да, да. Давай посмотрим причину, по которой этот корабль стал разрушаться. Я вижу, что от антимира, как будто из глаз этого дьявола, сатаны, пошли такие черные лучи прямо ей в глаза. И она вот так как отвернулась, как зажмурилась. И в этот момент ее корабль был управляемый мыслью, а он выбил ее Угу. из какой-то настройки. Вот. Так, а спроси у Считывается, что Марите. отключил ее. Спроси у Мариты, почему она позволила этому произойти? Ну, я слышу, доверяла. Какой-то контракт там есть у них. Соблюдение. Соблюдение, и я вижу соблюдение какой-то дистанции, как будто мост через какое-то ущелье. М. И я вижу, что это как какой-то договор, который нарушился, который был нарушен в одностороннем порядке этим дьяволом, Мгм. антимиром. Так, а что это за договор? Давай посмотрим. Но я вижу, что с той стороны этого обрыва там идут как бы приглашения, приглашают, заходите, Мгм. как бы изучайте наш мир. Так. Пригласили и... И сбили. И вот появляется вот это число 13. Мгм. Оно Что она... считывается к 13 успешных богов. Я вижу, что там идет какая-то замена. Одни ушли, а других, что Мгм. М. какая-то замена идет. Так, а замена кого на кого? Сейчас я посмотрю. Мгм. Я вижу, что она идет, а ее как бы выбивают. Она на своем месте. Это да, как большой корабль такой. Он такой, как круглый. Мгм.
И я вижу, что там такие как ячейки, и каждый творец стоит в своей ячейке, как пульт управления такой. И я вижу, что она от этих лучей ее выбило, и она вот полетела туда, вниз, Мгм. но заступает на это место. Сейчас я посмотрю. Снова она, только уже идет как ее высший аспект. Мгм. Так, а кто это? Кто Я остальные слышу, включается дамба. Что за дамба? дамба, которая не дает вылиться энергии? Посмотри, Виктория, что это за дамба. Оно как бы вот так теряет что-то меньше, а находит больше во время этой миссии. И замещается вот потеря ее физического, я слышу физический контакт. Вот во время этого физического контакта она как бы теряет многое, Физи- но это намного меньше, потому что замещение идет ее божественным я. Мгм. И она идет как на своем месте. Мгм. Возможно, кто-то другой, когда выпал, возможно, там замещается кто-то кем-то другим. Но в ее случае, то есть идет вот ее же замещение, ее место, ее высшим я, то есть срабатывает вот эта высшая миссия. Мгм. Да. Подключился ее высший аспект Да. в это место. Мгм. Это, как мы говорим по-простому, и вся Вселенная вам начинает помогать, как только вы начинаете там движение к освобождению. Мгм. Так, Виктория, а кто другие вот эти в этом корабле? Мы знаем этих людей, которые сейчас воплощены из успешных богов. Да, мы знаем их. Мгм. Так, хорошо. Так, спроси у Марите, видит она эту ситуацию, что она отвернулась от взгляда этого Люцифера, позволила этому модулю как бы крушение упасть. Да, она видит. И я Мгм. вижу, что она вот так, куда она вот так полетела, поскользила, вот так вниз. Она достает вот этот отпечаток. Это как зеркало. Она Мгм. его достает и говорит, что анализирует. И Так. я вижу, что вот эти энергии сияющие, которые она вот вкладывала вот туда, они вот так от нее идут, вот так как-то раз, и буквально выталкивает вот это как клин клином. Мгм. И вот эти черные энергии выталкивают. Оно вот так идет, как будто это какая-то чешуя. И вот эти чешуйки черные, они отпадают. И я вижу, что она вот так приходит в себя в этом модуле. Вот она как будто у нее потеря памяти, потеря всего. Она приходит в себя, и вдруг вся ее энергия вот так выходит с этого образца, который находился в этой системе вещей Мгм. под контролем. И она вдруг это все взрывообразно, буквально вся энергия ее возвращается, она вся засияла, и как пальнет этого демона рогатого. И он зажмуривает глаза, и с его глаза выпадает ее часть души, и вот через этот, как через контактную линзу, так идет, Мгм. возвращается к ней,
Так, То и есть она она... достает контракт. Мгм. Я слышу переработка, переделка. Контракт, переделка, переработка, переделка. Да. Хочет она расторгнуть этот контракт. Да, я вижу, что она вот так смотрит на себя и видит, как буквально внутри ее тела, как ниточки продеты к Мгм. органам, к системам. И это как прослушки все. Мгм. Прослушки, проглядки. Хорошо, пусть она тогда откажется подчиняться этим интерферентам, духам и прикажет им забирать все их воздействия, импланты, изменения, последствия. Пусть забирает ихними руками и отдает им карму за обман, ложь, насилие. Я вижу, как меняется эта картинка и как она, ам, это крушение отменяется. И вот как Мгм. оно, этот корабль-модуль летел, вот так виражи вытворял, и одновременно она уходит с этого стола, где делали ей эту эфирную операцию, и она как бы поцелуй воздушный дереву, э, и дерево это как вся вселенная, природа помогала ей. Я вижу, что это дерево сохранило части ее памяти, оно ей отдает, Мгм. и она возвращается вот на этот исходный пункт, где я вижу, она вот, ну, как-то и в эфирном плане, и еще вижу, как она вот эти какие-то рычаги тянет как бы на себя, какой-то рычаг управления, Мгм. и идет такой, как будто бы она пробивает броню своим модулем. Буквально это как бы на физике в каком-то пространстве околоземном. То есть это где-то прямо на землю видно, вся в лесах с этой Мгм. высоты. Красиво. Да, и она пробивает эту черную энергию, Да. от которой вот шло на нее воздействие, и она это возвращает. Я вижу, что вот так идет, это выталкивает эту черную волну, так против часовой стрелки, и отправляет Мгм. в портал. И вижу, как она встала ногами на земле. Огромная Мгм. стоит. То есть она как бы, я вижу, она просто этот контракт разрывает. С Мгм. такой, Хорошо. знаешь, ну как, с такой злостью или с таким вот. Мгм. Хорошо. Пусть она этот контракт разрывает и приказывает этим интерферентам, всем духам забирать все воздействия, импланты, подключки, все эти энергии, приказывает им Сейчас я забирать. вижу, Мгм. что она вот это в этом платье таком красивом, которое, когда я смотрю, оно начинает цвести. Она вот так с неба, э, Мгм. считывается с сервиса неба, просто заходит в пространство планеты Земля с этим большим платьем, и как будто бы вот сама своим телом вот все окутывает. И я вижу, как она под ключку из своей сексуальной чакры убирает и одновременно из планеты, как будто из этого нижнего портала, где а, Антарктида внизу. Мгм. И там к какому-то объекту подключено. Эта подключка там внутри Земли. Там я вижу какая-то, оно как будто бы за что-то зацепилось. Какой-то объект вот так вот, как огромный корабль такой, м, Мгм. как вражеский, Ага. черный, много-много модулей.
Сейчас я Хорошо. посмотрю, что там. Что там, да? Я вижу, что это база. Угу. Внутри Земли. База вокруг какого-то круглого объекта. Там все вот это как солдаты бегают туда-сюда. Это как будто бы вот огромный объект такой проглотил, скажем так, поглотил такой шар. И этот шар не светится, он такой тусклый, Угу. как будто бы потерял электричество. Так. Да, как будто оно Мгм. так затухает, и, как знаешь, то потухнет, то Угу. так интересно. Так, а вот это что Марите забирает? Что там зацепилось? Где оно там зацепилось? Сейчас я смотрю и вижу, что сквозь этот черный объект оно считывается как матрица. Это как какой-то процессор, который поглотил какую-то энергию, душу Мгм. планеты, как какой-то процессор, или как по-нашему это сказать? Ну, искусственный интеллект этот захватил разум планеты. Живой, да, и он его подавил. Он в подавленном состоянии, этот внутренний, он считывается глаз. И одновременно это как и глаз видеть, и как глаз говорить. Угу. Ну да. Вот. Так, ладно. Какое отношение имеет Марите к этому глазу? К этому глазу. Сейчас я Мгм. смотрю. Она показывает снова тот большой объект, где каждый стоял на своем посту. Стоит. Угу. Вот эти Как глобальной 13. миссии, да, да. Угу. Так. Считывается глобальная миссия спасения человечества. Угу. Говорит, внутренний резерв. Сейчас я посмотрю. Она показывает, что хоть этот живой разум поглощен, а когда я смотрю на это солнце внутреннее, это как живой объект, как живая душа. И Угу. от него идет вот как провод в сектор первоисточника, в сектор миссии. Ну, теперь понятно. Я вижу, что каждый из этих 13 богов, он задействован. Через него идет этот, скажем так, провод. Ну, образно Угу. говоря. Первоисточник. Да, Угу. Это вот эти 13 как соединение между этим живым внутренним, да, душой и первоисточником. ну, я вижу, что они как на фланге стоят, а за ними очень много других, которые буквально как воины. То Угу. есть эти как будто как главнокомандующие, что ли. Вот так идет. Как первые. А Угу. потом, за ними очень много других Душ. душ, да, они как боги считываются, творцы. Угу. И эти стоят как будто, знаешь что, на командном посту. Вот так они как зависла эта огромная тарелка. И вот эти высшие аспекты творцов, они следят за всем, а другие просто вижу, минуя этот, они просто летят вниз,
сияющие, и вижу, каждый там развязывает какие-то свои, а, Узлы эти да, какие-то свои решения. кармические. Мгм. Да. А эти следят за всем. Мгм. Понятно. Так, ясно. Да, хорошо. А что Марита еще должна сделать или хочет сделать? Спроси у нее. Она говорит, что она хочет поблагодарить всю природу. И я вижу у нее на голове как будто такие цветы, как венок. И она вот это как-то снимает, а считывается это все как вся планета. Она ее благодарит. А там и вода, и воздух, речки, и птицы, животные. Мгм. Так, Марита, если хочет, пусть она приказывает всем этим поджигателям лесов, губителям ресурсов природы. Пусть она прикажет им забирать все их воздействия и отдает им карму за насилие над природой. А, а вот эти все картины, что я вижу природы, оно Мгм. все считывается как носители памяти. Я вижу, что вот вода, она бежит, а в ней информация о всем, что происходило, что происходит, и в воздухе, и в животных. Животные тоже это несут. И Живой эфир. да, Мгм. Хорошо. Ну, я вижу, что ощущаем. она что-то сделала. Сейчас я посмотрю. Там внутри земли она отключает какой-то вот этот провод, и затухает эта штука. Мгм. Это черная штуковина, которая поглотила живой разум, это матрица. Она как отсоединила, Обесточиваем. обесточила, Обесточивает. и оно Мгм. вот так, слышу, как мотор затухает, и в секторе магии вот эти морды, вот это все начало так кожиться, вот так изменяться, и оторвалось, и уходит. Мгм. И вижу, как Здорово. получился такой крен сильный, как будто бы оторвался кусок этого, а, как огромный корабль, да? Мгм. И он вот Да, так оторвался и как еще висит на накренился. чем-то. Мы тоже забираем все свои решения, поддерживать антимир любыми нашими решениями и а, возвращаем всю энергию Частички жизни, души, гармонии, да. потенциал. Расторгаем все контракты с антимиром, все наши решения, которые были приняты, э, которые поддерживают антимир, все эти решения мы забираем. Забираем все частички души, потенциал, виновнику, антимиру всех этих злодейств и лжи отдаем карму и приказываем им убирать все их воздействия с человеческого сознания, с Земли и отправляться туда, откуда они пришли. Я вижу, что они вот так как будто бы огромными пилами сами вот так отпиливаются от этого внутреннего солнца, от этой души планеты. Вот. Это как Мгм. генератор жизни на планете Земля. То есть карму никто не отменял. Они сами отпиливаются, отпадают. И мы заходим в тот момент, когда наша вся планета вернется в сознание жизни, гармонии, процветания, и на всей планете будут действовать иконы жизни, процветания, иконы первоисточника, первотворца жизни. Мгм.
На счет 3, Виктория, ты войдешь в тот момент, когда это произойдет. 1, 2, 3. Мгм. Опиши что-нибудь. Очень интересно. Так, я уже забыла, что Вот. там было. А сейчас я вижу, как эти боги, которые стоят там на посту, они как на посту, вот так над землей стоят. То они вот друг другу так вот хлоп-хлоп. И вижу, как от некоторых отваливаются такие черные энергии. Мгм. Отлично. Когда эти черные энергии отваливаются, то вместо них вот становится вот их высшее я, они как Мгм. пробуждаются. Понятно. Хорошо. Все чужеродное на аннигиляцию. Мгм. Да. Хорошо, Виктория. Возвращайся к эфирному телу Марите. Да, я вижу, что почему-то возле нее много я и другие. Мы ее готовим к свадьбе. Я вижу, Интересно. что ее этого красивого платья, такие палочки, у нее вот это платье как будто бы было сшито некоторые места такими, как палками, как Мгм. бревнышками. Я вижу, что я вот так стою и эти бревнышки выбрасываю. И где я выбросила, там такая, как отверстие остается, и сразу же это отверстие начинает как цветами, так цветы расцветают. Мгм. Хорошо. И она поднимается вверх, и все цветет. У нее все цветы, цветы и в волосах, и везде цветы. Куда я ни посмотрю, там все цветет так, цветы. Ну, процветание. Вот Так. точно, вот это процветание, никогда не думала об этом. Вот от Мгм. слова цвести, да? Да. Приносить плоды, божественные плоды праведности. Она смеется, да. Мгм. Так, хорошо. Так, Марите пусть почистит все ее участок, ее жилье, имущество, пусть очистит. Вот ее ТикТок. Сверху стоит какой-то там. Вот этот стоит, как солдат вот этот. Мгм. Я передаю желание ее рациональной части все почистить. Вот он Мгм. растет, выходит ее потенциал. Я вижу, что вот эта шкатулка отвалилась с этими драгоценностями. Я Мгм. передаю, чтобы она почистила тот дом, все, что ей принадлежит по праву, пусть она забирает себе, возвращает свою силу, гармонию, процветание, Мгм. почистит все ее физическое пространство, эфирное, и уберет все причины всех недомоганий, Мгм. восстановит здоровье, зрение, память, и чтобы она выталкивала все подключки, чипы, импланты и приказывала им всем забирать. Я вижу, что вот эти импланты на этой эфирной операции, Мгм. а, они все возвращаются к этим, кто ей ставит это. Она выходит с этого полностью, с этого образца. Отлично. Я ей передаю, чтобы она закрывала все порталы, запрещала считывание ее эфирного ДНК. Мгм. И Да. с ее вот отсюда решение получается такой луч света, который идет в сектор магии и Мгм. сжигает там все. Ясно. У нее крылья поднимаются вверх. Мгм. Так, Виктория, там какой-то Артуриус цеплялся к ней. Вот этот еще аспект. Посмотрим, что это за Артурус. Он находится в секторе магии по отношению к ней.
Мгм. Он Да. считывается исполнитель. Мгм. Так, ну пусть приказывает ему забирать все его воздействия, последствия воздействия, отдают карму. Да, я передаю, чтобы она очистила все ее эфирное, физическое тело от Мгм. этих привязок, подключек. Приказывала ему убирать его воздействие и восстанавливала целостность всех ее энергоструктур. Мгм. Хорошо. Так, и очистилась. Да, Пусть она детей своих родит заново чистым, без подключек, согласно эфирных эталонах ДНК, так как она сейчас желает. Пусть она это сделает, каждого ребенка. когда ты это говоришь, то я вижу, что из сектора интерферентов бегут как олени, животные разные, красивые, бегут. Мгм. Оттуда? Оттуда выходят, она освобождает души животных, Мгм. Здорово. божественных сущностей, которые хранят память о творении. Ну вот, теперь порядок. Да, я Хорошо. вижу, что какой-то вот эти олени, они бегут вот так из сектора интерферентов в сектор первоисточника, возвращаются и копытами так бьют, бьют, и как драгоценные энергии, М. как камни, так и все ее пространство обогащается, и она поднимается все выше, выше. Очень красиво. То Мгм. есть у нее в энергосфере вот считывается вся живая природа, Мгм. божественная живая Да, природа. да наступит благодать на всей земле, на каждом уголке, в каждой клеточке организма нашей планеты, системы, обители Мгм. нашего первоисточника. Хорошо. Поднимаемся все вместе максимально вверх, Виктория. Проверяем пространство, все чужеродное еще раз. Проверяем, что есть, отправляем. Сжигаем и на аннигиляцию отправляем. Закрываем порталы. Мгм. Да, все очищаем. Да. Спроси у Марите, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, Мгм. Ну, благодарим ее за труд. Прощаемся с ней. я вижу, как этот командный пункт, этот корабль, он вот так раз шух, она вернулась на место туда, и он как вышел с этого темного пространства. Мгм. Здорово. Хорошо. Виктория, отсоединяйся от всех и всего. Да. Проверь твое личное пространство. Все хорошо. Мгм. Наполняйся энергией любви, жизни, гармонии, процветания. Да. Мгм. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Так вот, что прятали эти. Да. Ура! Теперь понятно. Пусть отпиливаются от нас. Как мне голова болела. Я все время чувствовала, как будто тут такая труба мне сейчас в голове проломила. Это мне так досталось там, наверное, Ага. когда упала, что такие боли. Ну, понаставили, блин, всякой дряни. Ну вот, видишь, как процветание, командный пункт. Все Да. сделали. Удивительно. Ну, я думаю, что не надо публиковать, не? Это шутка была, да? Хорошая Это как шутка, не да? надо было? Это шутка. Пускай тайна будет. Нет, это так не работает. Пусть все Нужно узнают, чтобы... подтверждение. Да.
Это наше решение должно быть. Свидетели должны быть. Чем больше свидетелей, тем жестче происходящее будет Конечно. воплощаться. Не, это я знаю. У Чё- меня когда было нападение тоже во сне, где я там когда-то с кем-то там ругалась, я говорю, у меня есть свидетели, отстаньте от меня. И начала называть даты наших сеансов, и все, прекратились. Да, оно Да. так и работает, чтобы ты понимала. Поэтому ни капельки сомнения, ни капельки страха, ни капельки ничего не должно быть. Потому что они это манипуляторы. У них все эти их страшилки это все блеф. Мгм. Они Это держатся они только на вот, страхе, на человеческом страхе. лжи, сокрытие, Конечно. а мы Как наоборот Да, должны. божественные души, огромные творцы пришли, воплотились людьми мы, да? Мы просто не осознаем, какую мы силищу имеем. Я это знала еще лет 30 назад, прочитала какую-то статью, что люди даже не подозревают, какой энергетический Потенциал. объем, потенциал у них есть. Там было доказано, что если бы можно было перевести эту энергию, которую вырабатывает мозг человека, то за какой-то там промежуток времени, что там мозг вырабатывает, можно было бы осветить миллионный город. Столько энергии. Это да, вот и эквивалент этой 13, энергии. цифра 13 вылезла, да, а всех людей пугает цифра 13. А у меня что было с цифрой 13 тоже? Мы вылетали в Турцию 12 числа, в воскресенье. Рейс был задержан из-за погодных условий, и мы вылетели ночью, уже в понедельник 13 числа. И все отказываются от 13 места. А это чартерный рейс, и каждый имеет, ну, то есть там было 240 человек, 240 билетов, там ни одного лишнего места нет. То есть если все откажутся, кто-то будет стоять или как это, то есть невозможно. Я говорю, о, мне, дайте 13 число. Это самое, чтобы не задерживали, потому что они ищут, да, что это такое? Этот хочет возле окна, этот хочет там. Все отказываются от 13. Я говорю, давайте мне. Ну, и я когда уезжала со своей страны, у меня в автобусе было 13 место. М. Вот. Да, и Матильда родилась 13-м ребенком. О, Да. Тогда двойки вылезли, сейчас 13. ну, Да. Замещение. они же не могут ничего создать без нашей живой материи. Они только это все магически замагичивают, а мы все решаем и все отменяем силой своей мысли, силой своего духа. Да, когда я командовал с этим кораблем, тоже так энергетически, почувствовал, вот это все поднимается такое силище, Да. отдать им все, по жопе им надавать ремешком. Ну, А они спасибо, сами девчата. себя дают. Ладненько, я отсоединяюсь, девчата. Всего вам Все, мы доброго. тоже, у меня там Спасибо. еще интервью. Да, ладненько, счастливо всем.